что девочки, мальчики, да, заложники своих мыслей относительно отношений, потому что я так смотрю технические рейтинги, и все хотят отношений. Видимо, весна не за горами, да, и хочется немножко закрыть такие гештальты, форточки, да, свои сквозняки, и, видимо, идти либо в новую жизнь, либо дать шанс старым отношениям, да, потому что бывает такое, кажется нам, что все у нас отмирает уже, да, то, что не имеет более смысла для нас, однако новое не приходит, и как знать, может быть, там что-то мы еще не понимаем, да, или вот, собственно, хотим новых отношений, а почему не получается, почему не хватает энергии, почему мы залипаем на нашем прошлом и напоминаем себе самих, не знаю, красивых бабочек, застывших, я не знаю, в янтаре или эпоксидной смоле, там еще что-то. Так, окей, кажется, знаете, каждый раз, когда нейроведьма посещает какие-нибудь там творческие центры, потому что очень хочет вернуть в свою жизнь творчество, в том числе еще и крафт, я сыплю различными метафорами, которые как раз, видимо, касаются вот этого всего. Театр в мою жизнь вернулся, а сейчас еще, видимо, какой-то интересный крафт должен вернуться, потому что хочется рисовать почему-то. Хочется музыки и рисовать в какой-то момент, видимо, наполнение внутреннее. Окей, ну давайте на вот этих моих прекрасных вайбах, где я сейчас стараюсь быть максимально абсолютно расслабленной, абсолютно в каком-то дзене, да, создавая себе какое-то ощущение искусственного солнца, мы с вами начнем расклад. Первый камень нежно-зеленого цвета, второй коричневый и третий голубой. Знаете, я вот общаюсь с вами, мне почему-то кажется, что вы получаете определенное эстетическое удовольствие, находясь на моем канале, общаясь со мной, потому что для меня действительно это важно. Я все-таки немножко могу упарываться в состоянии эстетики, когда выбираю для вас колоды, которые будут красиво смотреться в кадре, когда выбираю для вас линию повествования, которая будет ласкать ваши ушки, понимаете, а не бесить их там каким-то мракобесием, да, или там маргинальщиной, кое большое количество. Ну, маэстро, знаете ли, в меня вселяется в женском обличии. Я тут немножко ухожу в высокие материи. Давайте смотреть. Красивая чувственная аналитика. Почему красивая чувственная? Потому что не может быть иначе на этой колоде. Не может быть иначе на этой колоде. Heavenly Bloom, Tarot. Inspiration, nature and fantasy realms, beautiful. Elements, the world can be peace and 5 groups. Окей. Ну, короче, здесь просто сказано о том, как выстроена структура колоды. Мне очень нравится. Это US Games. Я не знаю, найдете вы оригинал или нет. Я так понимаю, что у меня вроде как оригинал, что хорошего качества колода. Вот, она называется Heavenly Bloom. Окей, давайте смотреть Heavenly Bloom, насколько мы действительно готовы, да? Flourish our life. Давайте так, мы с вами оговариваем, да, сначала, да, условия расклада, то есть мы можем смотреть, если у нас нет отношений, и если у нас есть отношения, я немножечко, чуть-чуть вам тут пул картишек поменяю, да, для тех, кто в отношениях, стопочку, да, и, собственно, для тех, кто не в отношениях, рюмочку, стопарик, да, за тех, кто в отношениях, и, значит, до дна за тех, кто не в отношениях. Так, Анна. Специфическое чувство юмора у меня. Вы давайте в этом всем, да, вот в каких вы энергиях относительно событий, отношений, своей жизни, что интересного вообще происходит. Пришли, рассказывайте, да, знаете ли, пришли, рассказывайте, очень сильно вы переживаете. Вот явно какой-то, знаете, незакрытый гештальт. Девятка мечей, знаете, подразумевает некий финал, да, вполне возможно, Рагнарёк, да, и вот опять вода выйдет из берегов, и вулканы, извержения. То есть вы очень боитесь, что произойдет некий финал, да, финал, который 100% что-то из вашей жизни уберет. То, что уже достаточно давно отжило и более вас не питает, понимаете? Это вас не питает, это вам не помогает
помогает, это не делает вас более счастливым, потому что вот состояние вот этой бессонницы, накручивания, возможно, депрессии, как-то, знаете, не предполагает ваше хорошее психологическое здоровье и самочувствие. Что у нас еще? Да? Человек ко мне пришел, девятка мечей, да? Девятка мечей, как бы туз жезлов. И мы себя на самом деле накручиваем, потому что здесь, правда, знаешь, ощущение бездействия, да, с твоей стороны, потому что, что делать и как действовать не совсем понятно, потому что тебе явно не совсем понятна ситуация, да? Мы действительно боимся, что вот оно сейчас, вот прям грянет гром, или кажется, что я сейчас в шатающемся доме, да, и опоры там достаточно слабые, и любое дуновение ветра превращает мой домик, да, в домик из сказки про 3 поросят из соломы и, простите меня, чего-то, да, экспериментов и палок, соответственно. Потому что то, на что вы сейчас опираетесь, то, во что вы верите, то, за что вы пытаетесь держаться, оно достаточно, знаете, уже ветхое, да, винтажная какая-то история, и вы не можете ее бесконечно реставрировать, понимаете? Не можете бесконечно реставрировать, и вы, скорее всего, это все прекрасно понимаете. Не можете вы бесконечно реставрировать свое сердце, свою душу, да, какой бы она красивой картиной ни была. Ну, знаете ли, да, чашку, если мы разбили, да, невозможно склеивать постоянно. И вы это все прекрасно понимаете. Давайте, что еще, в каких энергиях находитесь? Знаете, такое ощущение, что вы как будто убеждаете себя по вот этой 6 жезлов, что вы все делаете правильно. Или что, знаете, успех, что ситуация разрешится. Это все как бы прям совсем не за горами. Но ощущение, что вы немножечко себя сейчас насилуете в том плане, что многое делаете на силе воли. Вот так надо. Или я так достаточно давно делаю. Я привыкла поддерживать вот это, да? Как это сказать, да, красивый лик, да, при плохой игре. То есть у нас такой немножко, знаешь, вот момент витрины, да, и момент изнанки. И вот эта внутрянка, твоя изнанка, она же не совсем такая радостная, как ты пытаешься по 6 жезлов демонстрировать, да. Пришла, увидела крокодил. Хорошо, давай, вот персонаж, относительно которого ты смотришь, вот сейчас что с ним происходит? Сейчас, да. Что вообще перед нами сейчас? Это что у нас, да? Пентакли? Ты знаешь, вот, ему нормально, ему стабильно. Вполне возможно, ты даже можешь смотреть на человека, который в семейных отношениях, потому что явно есть те, кто его питают сейчас. Или, возможно, дай бог, чтобы он учился питаться самостоятельно. Мы сейчас посмотрим. Но это как бы же не про еду, да, это мы же про внутреннее говорим с тобой. Да, потому что 6, собственно, пентаклей у человека в жизни сейчас. И 5 пентаклей. Знаешь, наверное, он учится все-таки какой-то некой самостоятельности, либо чувствует какой-то вот момент, опять же, неполноценности, отсутствия, может быть, знаешь, какой-то духовности в жизни, смысла. Потому что, смотри, и здесь вот есть ощущение, ну-ка, знаешь, как какой-то неполноценности со стороны тела, потому что, может быть, он сейчас теряет форму свою физическую. Короче, он в себе не уверен, да? То есть вот у тебя, знаешь как, вот ты уверена, но вот твоя уверенность, она основана на силе воли, потому что если с тобой что-то будет не так, ты пойдешь и исправишь, да? То есть там, я потеряла работу, я, значит, бросила все ресурсы на поиск работы, и я ее нашла. Или там, я там поправилась на 3,5 килограмм, я пошла, значит, отпахала там в каком-нибудь wellness-центре и вернула, да, форму свою. То есть ты вот как бы вот в этом плане... знаешь, как очень сильно боишься каких-то малейших потрясений. Тебе нужно все контролировать, и все это привыкла, да, привыкла действительно выходить на сцену и срывать аплодисменты, потому что это твоя зона комфорта. А что касается персонажа, на которого ты смотришь, нет. Тут ощущение, что какая-то благодать из его жизни ушла, и мы с тобой это видим, да. Смотри, 6 пентаклей, как бы, и 5. Да, либо он пытается, значит, тянуть эту благодать через других людей, это будет означать, что он несколько их подвампиривает, да, через свое не очень радужное состояние, либо он это делает специально, да, чтобы, опять же, экономить, возможно, свои силы. Да, потому что он сейчас ждет удачного случая. Я так понимаю, что пока удачные случаи от твоего персонажа отворачиваются, вполне возможно, опять же, по той причине, что
понимаешь, человек, он менее деятельный, чем ты, или более тормознутый, да? Давай сейчас мы, знаешь, что посмотрим? Вот что касается действий, потому что я же понимаю, что тут какой-то гештальт не закрытый. Что касается действий, насколько он прям впрягается в ситуацию, если он, ну, понимает, что ему что-то надо, да, женщина, деньги, семья и так далее. Ну, ты знаешь, по четверке жезлов нормально он впрягается, когда он понимает, да, что она та самая, да. И, соответственно, вот если здесь вот такая ситуация, ни рыба, ни мясо, значит, где-то не матч. Давай как бы никому не врать. Окей. Окей, мои прекрасные. Ну что же вообще между вами происходит? Буквально одной картой. Буквально одной картой. Что происходит? Ну что, карта шута, которые говорят о том, что все могло бы начаться, но не начинается, да, потому что у каждого свои принципы. Или ситуация, которая говорит о том, что мы хотели бы сначала, но опять же никто не сначала, потому что у всех свои принципы. Так о чем здесь карта шута? То, что никто не делает шаг, никто, собственно, да, не принимает важных судьбоносных решений, но при этом, видимо, оба уверены, да, что партнер кармический, потому что явно вы бы не смотрели расклад, зачем мне этот замес вообще нужен был. Окей, давай, а боги что решили? Зачем, короче, он вам? Зачем вам? Император. Вы знаете, вот сама по себе карта же неплохая, но мы будем смотреть, не доращиваете ли вы кого-либо, да? Император, шестерка мечей. Вот объективно такое ощущение, что вы должны с ним идти либо в какие-то отношения, либо в какой-то долгосрочный союз, потому что здесь отношения должны развернуться, да? Ну, то есть вам его для этого дают, да? Для разворачивания отношений. Вполне возможно, они развернулись, я не знаю. Мы сейчас будем смотреть, а ему же вы зачем? Да? Ему же вы зачем? Ваш сладкий цветочек. Зачем? Для радости. Для радости, знаете ли. Да, радость. Радость, знаешь, это вот должно начинаться как-то по лайту, да, лайтовая история. И он даже не будет ожидать, как оно все закрутится, потому что карта смерти, и это такой трансформационный момент. Может, вы очень такой, знаете, уверенный в себе человек, легкий, не грузящий, не напрягающий, и что в какой-то момент он подумает: ой, блин, какая прикольная, лайтовая, а потом его как накро, да, по карте смерти это вообще. По карте смерти. Потому что, может быть, он действительно хотел каких-то адюльтерчиков, как знать. Король мечей, паш пентаклей, отшельник. Смотри, вот ощущение, что не по сеньке шапка. И вот этот ваш сенька, соответственно, да, вот не выдерживает, опять же, вот вашу корону. Потому что здесь, давайте, объективно, женщина энергетически круче, сильнее, красивее и увереннее в себе, чем мужчина. И вот тогда у меня резонный вопрос, на кой черт он вам нужен, давайте смотреть. Простите уж за откровенность. Потому что вы его выбираете для разворачивания отношений. Да? Зачем? Зачем это делать? Потому что, в принципе, там ничего не светит и ничего никому не грозит. Да? А когда вам, собственно, ничего не светит и не грозит счастье, нужно разворачиваться и уходить. Потому что с ним отношения не построить. Может быть, конечно, какая-то женщина терпила, построила бы, но не вы. Да? Потому что вот по десятке мечей не надо с ним строить отношения. Да? Это то, что вас максимально разрушает, да, вполне возможно, понижает вашу самооценку, да, и заставляет вас чувствовать себя какой-то очень грустной и очень невостребованной. Да? Чем же все у вас зафиналилось? Да? Чем же зафиналилась эта вся история? Зависимые и созависимые отношения, дьявол, да, может некое грехопадение, соответственно. Оказались вы у него, значит, в этой смятой мокрой постели или нет? А нет, кстати, нет. Потому что здесь, наверное, такая ситуация, что это больше какая-то ментальная связь, ненавижу сообщество. Это всегда означает, что люди выбирают, да, партнеров, с кем заведомо, короче, не идут в отношения, и как бы проще вот поверить, что она какая-то ментальная.
Просто какой-то незакрытый гештальт кого-то напоминает, знаешь, и просто рандомно выбираем товарища пострадать. Дьявол, карта звезды. Это такой еще. Ты знаешь, вот действительно в какой-то момент могла прям упарываться вот в эту всю маркетинговую эзотерику, которая говорит тебе о том, что он там твой кармический, или сходи в регресс, да вы там клятвы давали друг другу, да. Потому что тебе прикольно в это верить. Потому что когда ты в это веришь, ты можешь объяснить вашу связь. А когда у тебя нет аргументов, ты нифига не понимаешь, что между вами происходит. Ты знаешь, потому что вот то, что между вами происходит, это что-то правда, это какое-то мистическое. Это абсолютно какое-то, знаешь, как такое влечение, которое, оно не радостное, оно не солнечное, оно тяжелое достаточно. Оно тяжелое и гнетущее объективно. Сказать, что ты в этом всем что-то чувствовала себя счастливой, когда ты упала в этот колодец сомнений, счастливо чувствовалась с этим человеком? Слушай, двойка мечей, когда у тебя перекрыто, соответственно, да, вот это твоя интуиция и твое сердечко, оно тебе чуть счастья дает? Нет. Эта ситуация не дает тебе счастья вообще никак. Что он тебе дает-то вообще? Что дает? Давай смотреть. Все, что тебя не убило, сделает тебя сильнее, да, карта силы и 7 пентаклей, да, просто вот ты, скорее всего, как это сказать, очень сильно злилась на всю ситуацию, богов, там, знаешь, небеса, себя, там, родителей, психологию, эзотерику, магию, колдовство, я не знаю, что вообще тебе важно, деньги, может быть, на всех злилась, короче, кроме себя, потому что влипла, да, залипла. А дьявол всегда показывает нам ощущение залипона, а что с этим делать вообще абсолютно непонятно. И к чему это ведет, непонятно. И вот, поскольку у тебя не было нормальной, адекватной информации со стороны, а ты себе придумала просто миллион вселенных, знаешь, существования с вот этим персонажем, и каждый раз у тебя, знаешь, новый сценарий, короче, вероятности, ты сама себе просто подзасрала голову, да? Потому что ты как будто, есть такое русское слово, знаешь, как выкруживают, да, как будто вот этого не должно было быть. Вот твоя дорога с вот этим персонажем должна была быть прямой. Но нет же, тебе же нужно было максимально усложнить и выбрать какие-то каменистые тропы, да, вот это все, я буду идти там босая, слепая, да, вот это все, короче, во имя какой-то великой любви. То есть, как ты понимаешь? Все преодолею ради нас. Окей. Ну что же, давай все-таки, знаешь, чем мы с тобой ситуацию всю эту зафиналим, как из вот этого всего болота, в которое ты себя зачем-то погрузила, да, взять ресурс. И взяла ли ты его уже, да? Что вас судьба-то свела вообще? Да не должна была вас сводить. Вообще рандомный персонаж, понимаешь? Это вот, собственно, ты после работы пошла, условно, там, не расслабиться в бар, там, не знаю, там, что-то, выпить там пару бокалов, вот, а он просто подсел, знаешь, завязал, короче, разговор о погоде и природе, надо было поулыбаться, короче, и выходить. Ну, так, да, что-то. То есть вот. А ты почему-то решила, что вот да, у нас есть какие-то знаки, он судьбоносный, кармический, у нас странные встречи, да, то есть вот девочке хотелось, да, девочка нашла. Да, сидит девочка в песочнице и что-то жует. Что же ты такое жуешь, девочка? А она тебе отвечает: не знаю, оно само приползло. И вот оно вот по первому варианту, где само приползло, понимаешь? А ты вместо того, чтобы его отодвинуть, стала зачем-то жевать. Вот. Ничего, никаких тебе кармических взаимодействий тут нет. Не придумывай. Не усложняй вот себе голову вот этим всем. Просто рандомный пассажир в твоем кабриолете. Так, окей. Что, ресурс взяла какой-нибудь из этого всего? Да не взяла ты ничего, потому что до сих пор на него злишься, у тебя какие-то конфликты, короче, да, ты тратишь туда фигово тучу энергии. Потому что все-таки хочется, знаешь, как бежать за ним 3 квартала, да, чтобы сказать, как он тебе дико безразличен. Ты такая: я не договорила. Он тебя заблокировал, ты такая: я не договорила, да, в каких там соцсетях ты еще собака есть. Да, есть у меня девочка знакомая, которая до конца никогда никого не блокирует, оставляет сквозняки, такая говорит: да, если ему надо, он посмотрит или сторис там мои, или, например, там я его в телеге заблокировала, короче, а в WhatsApp нет, да, то есть она оставляет лазейки. Вы тут тоже там персу
оставили лазейки зачем-то, потому что вы не договорили, и вы, скорее всего, миллион раз думали, вот он мне напишет, там, позвонит или что-то, а я как ему отвечу, вообще просто все. Потому что у вас, на самом деле, к чуваку как бы накопилось очень много претензий. Понимаешь? Вот, 5 жезлов. 8 пентаклей, и эти карты говорят, да просто тупо делай выводы, да, хорош, собственно, мусолить вот эту ситуацию, и все, давай, беги такая волосы назад, просто во что-то новое, да, а это все забудь, как страшный сон. Окей, а он что вообще относительно этой ситуации? Да, слушай, он уже все забыл, растер, выплюнул, короче, написал кальянный рэп, короче, посвятил не тебе, понимаешь? Все. Четверка мечей, как бы 3 жезлов. Все, он уже забыл, короче, и смотрит дальше. Мне даже вот это не надо мне тут грузиться. Знаешь, вот это я не люблю брехню, что, значит, он там тебя любит и скучает, и не проявляется, потому что у него жена Мегера, короче, и колдует, значит, у него нет. Он не проявляется, потому что он пошел дальше, а ты бежишь 3 квартала, да, чтобы ему что-то доказать. Вот такая позиция по первому варианту. 2. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Что, погнали смотреть? Кто передо мной? Что там передо мной? Что там 2 было, да, карты на идентификацию вашей прекрасной личности? Или 3 все же? Давайте 2. Кажется, что 2 было, да? Зачем нас вела судьба и почему? Давайте так, девочки, мальчики. Короче, если там нет какой-то сакральности, я вот вам не буду голосом там Стаса Михайлова или еще кого, короче, петь, что все для тебя, да? Если я вижу, конечно, я с придыханием и трепетом вам об этом радостно сообщаю, потому что я люблю про любовь, и когда она еще и с хэппи-эндом. Окей, давайте смотреть. Не обессудьте, окей? Вы. В каких состояниях, настроениях, да, ко мне пришла моя прекрасная девочка, женщина, бабушка, ну, неважно уж. Самое главное, ваша прекрасная женская душа. Что, накрыла, да? Ой, накрыла там, да, карта страшного суда. Не думала, не гадала я, а вот оно, значит, накрыло. Накрыла вот. Да, слушайте, лишь бы не беременные были, знаете ли, в 16. Потому что что? Потому что новая жизнь, да, новая жизнь. И вот как-то, знаешь, вот эта новая жизнь, вот явно она немножко тебе сейчас тревожит, да? Не пришла бы иначе, потому что обычно, если все хорошо, мы не ходим к тарологам, да? Карта страшного суда, там и туз жезлов. Ну знаешь, ты зачем ко мне пришла? Ты пришла ко мне за подтверждением, что все, тебе можно дальше, да тебе просто тупо можно, да, тебе можно, да, можно, и вот, да, и ты хочешь спросить, а все мне можно, да, а можно я уйду уже с этого скучного тупого фильма, который я уже смотрела 25 раз, и все хвалят, а мне что-то не нравится, да? Может, вы где-то задолбались. Вы где-то реально задолбались и вполне возможно уже ментально собрали чемодан, потому что на пороге нового. Да? Бывает такое, знаете, что нам уже настолько нужно новое, а мы вот прям держимся за старое, что нас уже пространство начинает вытеснять. Поэтому я посмотрю, вас штормит сейчас или нет. Что там наши картишки-то рассказывают? Штормит? Фу, еще бы, потому что 10 жезлов. Конечно, штормит. Боже мой, как вас штормит. Вас раздирает, знаете, вот вы сегодня проснулись нежной ромашкой, а к вечеру вы такая, знаешь, тигрица там, в леопардовом пальте. А завтра какая-нибудь, не знаю, монашка, которая исследует там еще, да, духовную жизнь, да. Послезавтра амазонка. И
почему ты такая? Почему ты так примеряешь себя, условно, разные части личности, разные наряды? А потому что раньше такого не было, а сейчас хочется проявляться. Ты прикинь, тебе хочется проявляться. Но вот это, знаешь, десятка жезлов, ощущение, что все, вот это вот все, что накопилось, я хочу сбросить. Вот эти платья, которые я думала, что я когда-то надену в театр, на джаз, там, на свидание с любимым человеком, этого не срослось, да, они уже поедены молью, а я зачем-то их храню, да, то есть вот это ощущение, что вы когда-то жили на черный день, откладывая себя на черный день, да, может быть, вас кто-то откладывал, знаете, на черный день, жил нормальной своей радостной жизнью, короче, а ты была тупо на черный день. Просто, да, ценное, но на черный день. Бывает такое, что черный день либо наступает, потому что мы его ждем, либо, извини меня, да, все это молью поедено. Я надеюсь, конечно, что ты не поеденная молью, моя прекрасная, потому что если поеденная, знаешь, время восстанавливается. Окей, давай, персонаж вообще, на которого ты смотришь, это о чем? Это что? О чем и о ком? Он тебя младше. И знаешь, вот это теперь моя шутка относительно поеденной молью, да, становится несколько толстой. Он тебя младше, потому что Паж жезлов, потому что это что-то необычное в твоей жизни, это новая энергия, да. Паж жезлов, что еще у нас еще? Паж жезлов? 4 пентаклей. Я же надеюсь, что ты там не влюбилась в сына подруги, а? Может, там что, подрос кто? Симпатичный? Потому что здесь вот ощущение некой запретности таки присутствует, да? Птичка в клетке. Птичка в клетке. Паж жезлов и 4 пентаклей. Возможно, тут вот как бы такая ситуация, что ты почему-то считаешь, что вот этот персонаж для тебя некий запретный плод. Мы иначе посмотрим. Знаешь, это вот, может, он живет с другом, там, знаешь, или где-то что-то учится, живет в общаге, или мама бдит за своим сыночкой-корзиночкой. Вот что-то такая ситуация, что вот я не могу сказать, что он в семье, потому что он слишком молодой для этих энергий, но, может, конечно, что-то у него и случилось-то не вовремя, когда он не ожидал. Да, потому что вот явно ты на какого-то пажика смотришь, и знаешь, вот общество этого пажика, скорее всего, тебе сильно не хватает. Сказать, что он дико ресурсный, что, ты когда-нибудь видела вообще в 4 пентаклей кого-то дико ресурсного? Я никогда. Да. Есть некий, как тебе сказать, да, набор противоречий между вами, но в том числе еще, смотрите, есть какая интересная история. Если вдруг ты, моя прекрасная, старше своего этого юного этого перчика, то есть вот этот момент ревности, потому что ты переживаешь, что у него могут быть девочки-ровесницы, соответственно, да, и вот внутренний момент, что где-то уже несколько мой поезд ушел, а я что такая, а вот меня накрыло, соответственно, туда-то, конечно, хочется, потому что тебе додается классная, качественная энергия, которой тебе не хватает, потому что у меня несколько подзадолбанная пришла. Посмотри, как тебя накрыло все же. Но все сложно, да? Накрыло, но все сложно. Ну вот как бы, знаешь, да, есть такой нюанс. У тебя что, конкуренция с какими-то, значит, его бывшими или девочками, которые младше тебя? Что за история здесь? Расскажи мне. Отшельник. 8 чаш. У тебя почему-то ревность к его бывшей, может быть? Или ты понимаешь, что там, видимо, они не все сказали друг другу, да? Не все сказали друг другу, или, знаешь, такой вот подсознательный страх, что он может там к ней вернуться, например, или еще что-то такое. Ну, то есть какая-то женщина здесь есть. Женщина здесь какая-то есть. Я уж не знаю, она номинально присутствует или в его жизни прям сильно присутствует. Она его бросила. Да, что-то, это точно бывшая. Если как бы и ощущение, что потом, знаешь, решила, короче, это, что лошадь не совсем сдохла, а она рано слезла и пытается, видимо, эту лошадь реанимировать. И ты, скорее всего, прям переживаешь по этому поводу, потому что вообще непонятно что. Хорошо. С точки зрения высших сил, что сейчас между вами происходит?
Ну что, ссора, разрыв, быстрое прояснение отношений может быть, потому что рыцарь мечей никогда не благоприятный. Он благоприятный, знаешь, как и башня и смерть, только в том случае, если все, ты уже сама себе нагородила, там, знаешь, там загадила головушку, у тебя вообще авгиевы конюшни, и тебе нужно чистить это, знаешь, принудительно такие, да, твое пространство в частности. А может, ты что-то, знаешь, проработала в терапии и понимаешь, что за него больше держаться не нужно. Ну вот смотри, вот поэтому как бы рыцарь мечей может реально быть благоприятным, да, очищающим твое пространство для чего-то нового. А так, собственно, и есть. Да, так, собственно, и есть. Вот с точки зрения высших сил вы должны были прям очень сильно пособачиться, поконфликтовать, попрояснять отношения. Да? Потому что такое ощущение, что само пространство вас шатает, чтобы вы перестали друг другу врать. Да? Либо озвучили те страхи, которые вы не озвучиваете. Такие. Зачем он вообще в твоей судьбе, вот этот твой мальчик, да? Да, опять же, для твоего какого-то обнуления, понимаешь, для того, чтобы, может быть, выбросить какой-то мусор из головы, да, предрассудки относительно возраста, фигуры, внешности, знаешь, может, он тебе дает прям понять, что ты какая-то вечно красивая, молодая, прекрасная, сексуальная, яркая, там, да, и так далее. Потому что здесь вот такой момент. Но смотри, есть еще состояние перекоса, это я бы читала, вы травмочками можете немножко соприкасаться, да? Ты что-то вот не доиграла, не долюбила? В маленьком проценте, в малюсеньком, потому что вот 100% кто-то из вас сейчас просто прильнул к своим там экранам, говорит, Аня, скажи, вот я же это чувствую, ты это увидишь? Да, девочка, я увидела, вполне возможно, он пришел для рождения ребенка совместного. И вы это могли почувствовать, потому что женщина такое всегда чувствует. Женщина такое чувствует всегда. Мы, как правило, за 5 секунд, да, принимаем решение, отец нашего ребенка, не отец нашего ребенка. Да, вот такое ощущение, что вы его как будто видели, знаешь, там во сне, может быть, еще что-то такое, вот как-то он прям вот являлся тебе. Ну, что-то такое, знаешь, было странное. Странное это таки было. Но ты почему-то решила, да, ты его выбрала на какую-то очень важную роль для себя. Хорошо. Так, а он вообще, да? Ну, вот ты ему зачем? Что он думает? Ты ему зачем? Посмотри, чтобы его уничтожить, потому что ситуация с тобой, посмотри, его полностью уничтожает или, знаешь, как ставит крест на нем, как на личности, возможно, на его каких-то убеждениях, целях, ценностях, потому что все, вот ты его убила, понимаешь? Вот эта женщина пришла в мою жизнь, чтобы меня убить. И сейчас моя любимая женщина эзотеричка скажет, да, Аня, такое было в регрессии, я его убила. А он меня сжег на костре. Но здесь, смотрите, я вас несколько разочарую, потому что не всегда мы про магию с вами, да? О чем здесь десятка мечей лично для вас? Да, это женщина, которая будет постоянно его убивать и воскрешать. Вот это, конечно, мужика может штормить. Мне вот интересно, от эмоциональных качелей, которые вы ему устраиваете, его укачивает он там еще это, вестибулярный аппарат не расшатал, так чтобы там, да, это... содержимое желудка опрокинуть на землю. Нет у него ощущения тошноты и изжоги от вот этих всех эмоциональных качелей, которые вы ему устраиваете? Сейчас кто-то скажет, да нет, я не устраиваю. Еще посмотрим. Потому что мы очень часто же себе врем. Устраиваете качели эмоциональные? Десятка пентаклей. Ну ладно, дам шанс. Конечно, десятка пентаклей луна. Да? То у нас все хорошо, то у нас все хреново, да, то хорошо, то хреново, да, то ты молодец, то ты придурок. Он такой как-то прям не совсем понимает, что за фигня такая, да, что за история-то вообще с вами. Хорошо, ладно. Давайте тогда так. Я же понимаю, что вот эта вся история с вот этой всей, вы же устраиваете не просто так качели, потому что у вас ощущение ревности, потому что вот, ну, женщина же тоже чувствует, вот как и рождение ребенка, да, потенциально чувствует, да, и чувствует она, если кто-то есть, да, кто-то ментально либо в постели присутствует, либо в его голове, а бывает он такое даже не скрывает, ну, как бы мы, женщины, эмпаты, интуиты, естественно, конечно же, поэтому я просто вам отвечу на вопрос, да или нет, он ее любит или нет. Да, он ее любит.
Он ее любит, и, скорее всего, вы это знаете, чувствуете, вам от этого больно. Именно по этой причине как раз вы не только устраиваете ему эмоциональные качели, а еще выступаете в конкуренцию с рандомной женщиной, потому что вам нужно ему доказать, что вы более достойны, чем та женщина, которую он любит. Хорошо, давайте по-честному, а тогда чувство к вам, да, чувство к вам. А вы семья, да, он ее любит, вы семья. Нормально так пацан устроился, да? Семья, в котором он отдыхает. Ну, вот и нравится мне 4 мечей, как бы я не буду ее читать как блок какой-то, да, еще что-то. Тут, наверное, знаете, какой момент? Вот она, вот он про вас, да? Вот она же идеальная женщина для создания семьи, но люблю я другую. Угу. И тогда вы спросите, а какого же вот это, зачем оно мне все нужно, что я должна понять, да? Зачем оно вообще как бы вашей судьбе? Но вы должны были его полюбить, да? Король чаш, королева чаш. Вы про любовь, ребят. На самом деле, как бы вы пара, считываетесь действительно парой. В плане эмоций, скорее всего, вы очень похожи по эмоциональному фону, и, скорее всего, вам хорошо в плане эмоций. Вы можете быть даже очень крутыми любовниками, да, там, когда я, там, допустим, додумываю его мысли, там, за ним повторяю еще что-то, знаю его предпочтения и так далее. То есть вы должны были проявиться в этом мире как пара, да, как любовники, как люди, которые исследуют эмоционально, стороны друг друга. Ну, а поскольку, да, у него же вот, собственно, да, вот этот незакрытый гештальт с этой женщиной, вот к чему эти все ситуации должны привести? Да ни к чему, они должны по повешенному. То есть посмотрите, да, по-другому на это все. Что вы должны понять? Я понимаю, что это больно, тупо, неприятно и всяко разно. Так, относительно этого партнера 4 жезлов, королева жезлов, верховная жрица. А надо вообще выигрывать конкуренцию здесь? А надо? Надо? Как понять, надо или нет? Все, поняла. Да, короче, смотрите, здесь такая банальная история. Вам нужно побыть в состоянии повешенного, чтобы понять, что вы хотите. Потому что явно вы хотите не то, что этот мужчина может вам дать, а вы пытаетесь заставить дать то, чего у него нет. Ну вот смотрите, вы хотите куклу, да, чтобы Дед Мороз вам дал. Вот, а у него одни машинки для мальчика. И вы трясете, дай мне куклу. А все, а у него машинки. И мы такие, ну ладно, дай машинку. А машинку-то мы не хотим на самом деле, да? Вот какой-то такой момент, что вот либо я смирюсь, да, с тем, что я реально, да, хочу от жизни, а если я не получу это от этого партнера, я просто должна идти дальше, искать там дальше как-то, да, что-то понять, почему я не даюсь, да, реальность получить то, что хочу, да, чтобы мои желания там исполнились. Потому что вам действительно нужно проработать как бы вот этот момент, почему все застревает, да, застревает. Кстати, двоечки. Тут вот правда такая история, что ребенок должен прийти. Не знаю, от него, не от него, что там себе там на это. Вот. Но это вот, знаешь, такое состояние какой-то замершей беременности прям реально по жизни. Потому что ощущение, что прям действительно процессы замирают. Да? То есть вот мы вроде их раскачиваем, а потом как будто сами блокируем. Вот с этим персом тоже такая история. Потому что, в принципе, как бы нам показывает, что вот эта история, она могла реально развернуться в плюс для вас. Но она сейчас заблокирована, да, она сейчас заблокирована, потому что у него тоже, видимо, в башке там, да, раздрай, и урок концерта, он там должен вообще разобраться, каким богам молится, да, и, собственно, какие рок-группы слушает. Вот. А вам тоже нужно разобраться, потому что, понимаешь, вот по чесноку у него тоже какой-то момент разочарования, потому что там он женщину любит как светлый образ, соответственно, да, который вполне возможно к реальности тоже не сильно имеет отношения. И вот как-то, да, у вас прям очень сложно. Вот здесь, правда, могу сказать, что замес кармический. Потому что, по сути, вы его пытаетесь натянуть на свои желания, он вас пытается натянуть на свои желания, а как-то не срастается. Как выйти из повешенного вам? Верховная жрица, королева пентаклей. Слушай, наверное, это про то, чтобы поменять свои установки, да, из жрицы в жену, да, из женщины, которая несколько в
детских энергиях, да, находится незрелых, да, в состоянии зрелости. И когда ты меняешь вот это ощущение, что меняется в жизни? Ой, как ты не хочешь, как это сказать, да, видеть вот эту горькую правду. Тройка мечей, восьмерка. Да потому что все, что ты выстраивала, да, оно, знаешь ли, опять же, рушится. И тебе не хочется, потому что ты слишком много сюда вложила, да, времени, энергии, может, даже денег. А вот оно все рушится, и оно не срастается, и просто здесь нужно понять, что если я там пишу какую-то музыку, да, и оно мне не получается, я просто тупо стираю этот файл. Но мы же не умеем, да, мы же вот, я же говорю, что мы пытаемся постоянно, вот, я вам показывала уже, да, когда мы постоянно пытаемся ситуацию, ну, как-то тянуть на себе. Окей. А он что должен понять? Пятерка пентаклей, королева мечей. А он что должен понять? Он должен вообще понять, что не надо было ввязываться в эту игру, потому что если у тебя, собственно, не получается осуществлять эти все процессы удаления, да, всего из организма, не нужно мучить вот ту часть организма, из которой это все удаляется, да? Не могу сказать вам грубее, но я думаю, что все поняли. Не надо мучить, если не можешь. Потому что это заведомо дельфин и русалка, да? Ни пара, ни пара, ни пара. Но только в вашем случае наоборот, явно вы ему жемчуга, да, к изголовью носили. Да, ждали, ждали, ждали. Море, погода, оно все нет, 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 или как-то все по чайной ложечке. Ой, слушайте, девочка, да он не включился он в процесс, он сложный, ему слишком, у него приоритеты другие. Включится ли он когда-либо в вас вообще? Колесница. Чей язык, знаете ли, да? Черт его знает. Так, ну что, троечка, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Зачем в судьбе? Вот. Не всегда, слушайте, наши персонажи могут быть судьбоносными, потому что мы сами наделяем их, да, сверхкачествами, да, которыми они не обладают, соответственно. Надеваем на них трусы Супермена, да, поверх колготок. А потом, знаете ли, да, говорим, что там фраер сдал назад, да, не по масти я тебе. Вот не надо, пожалуйста, по моим пасхалочкам судить по моему образованию. Вот. Все у меня хорошо и замечательно. Так. Я просто в трендах. А вы, давайте, в каких энергиях вы ко мне пришли? Разобраться в себе, потому что хочется спросить, а что вообще происходит? Я, говорит, так запуталась, я ничего не понимаю. Семерка мечей не предполагает ясного ума, да, ощущение оморочки, ощущение просто какого-то, знаешь ли, предательства, да. Тебе кажется, человек тебя предал, потому что явно тебе что-то обещал. Может, даже обещал жениться, но что-то не женился, да. Обещать не значит жениться. Или, значит, если у тебя с ним была связь, подкрепленный штампом в паспорте, может быть, знаешь, человек-то не считал, что он очень у нас верный, да, персонаж. О чем еще здесь, в каких состояниях ты пришла? А еще есть маленькая такая категория девчонок, которые пришли ко мне, будучи замужем, но их накрыло, потому что у них мог появиться судьбоносный любовник, да, с кем непонятно, что за ситуация. Непонятно, что за ситуация, потому что здесь, правда, могут мне замужние девчонки смотреть? Да, здесь может быть, потому что тройка чаш, всегда вот эта история, знаешь, там в отношении по легкости, двойка мечей. Ну, я не могу сказать, что вы с этим человеком сейчас в какой-то связи. Двойка мечей таки перекрывает, да, центр удовольствия и радости. Хорошо, партнер, да, на которого вы смотрите. Да, это ваш любовник.
Это ваш любовник, и статус у него любовника. Это любовник, это не муж. По крайней мере, как-то нет энергии мужа. А вы его любите очень. Вас прям, да, эмоционально прям включает в этого человека. Потому что в качестве подсказки у меня здесь король чаш, 4 чаш. О, любите, грустите. Подглядываете за ним, возможно. Так, кто у нас еще ваш человек? Да. Ну, такой, знаешь, это манипулятор, да, скорее всего, любители, видимо, да, раскачать на эмоциональных качелях. Кстати, мой котик, вполне возможно, твой, значит, персонаж любит прикладываться к веселящим жидкостям. Пиво, винишко, водочка с лимончиком. Потому что у меня ощущение, что ты смотришь на чувака, который может подбухивать. И в этом подбухивающем состоянии творит дичь. Когда подбухнул. Если ты сейчас скажешь мне, нет, этот расклад мне не подходит, он не пьет, он на ЗОЖе, мы с ним вместе стоим на гвоздях, тебе тоже подходит, потому что если такие вы там стоите на гвоздях, и он на ЗОЖе, ну, знаешь, весь его ЗОЖ — это вот звездеж, вот честное слово, потому что здесь человек очень сильно хочет, чтобы обратили внимание на то, какой он, видимо, я не знаю, что эмоционально вкусный, да, как он может глубоко чувствовать, какой у него там внутренний мир, может, ты там общаешься с каким-нибудь эзотериком, прости господи, сейчас же модная тема, знаешь, все там что-то этим увлекаются. Король чаш, маг, еще иерофант. Я еще хочу сказать тебе, что давай, ну окей, как бы женат, не женат, это уже твоя личная история, но здесь вот в этой позиции маг, иерофант, король чаш — это человек, который может тебе здорово выносить мозг относительно того, что ты неправильно живешь. Вот он считает, да, что, скорее всего, он может тебя учить. Верховная жрица. При этом скрывая свое бедственное состояние, свою внутреннюю депрессию, может быть, нехватку финансов, короче, и прочие вот эту, знаешь, историю, которую мужчины не хотят женщинам показывать. Но это же все равно чувствуется и ощущается. Окей. Что между вами сейчас? Что между вами с точки зрения высших сил? Тут тоже, короче, не договорили, да, о чем-то, потому что либо финал, короче, либо вас просто накроет искра буря безумия, потому что вы оба типа ранены личности, вполне возможно, даже творческие, да. 9 мечей повешенный. Угу. Все-таки тут что-то должно созреть, такие, но мы очень боимся, что оно может созреть, потому что мы боимся, что действительно придется прояснить ситуацию. Оба от нее очень сильно бегаем, что вы бегаете, что он. Вы чего боитесь? Вы боитесь прояснения ситуации, девочек? Боитесь? Правосудия боитесь? Боитесь, что муж узнает или что? А если мужа нет, у него там жена, может, узнает, да? Правосудие и звезда. Короче, смотрите, здесь какая интересная история. Оба хотят грязи, страсти, грехопадений, подвалов там, да, и выгуливания своих теней. Оба хотят там просто что-то вообще, видимо, ваши эти, как это сказать, демонята, да? Вот, ваши какие-то кубические энергии хотят, видимо, сплестись в каком-то просто, да, ментальной подожди, они хотят физической, но сплетаетесь вы в ментальной, понимаешь? Вот ощущение, что вы прям действительно на тонком плане устраиваете друг другу просто какую-то, простите меня, там, свальный грех и черную мессу. Вот. А что касается, да, физики, посмотри, какие мы крутые, у нас звезда, да, и правосудие. Нет, собственно, нет. Там-то мы уже, знаешь ли, А на физике-то нет. А что на физике-то вообще? Давай так, а вот что-нибудь было на физике? Вообще? 5 жезлов. Да хрен знает. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Или если это было, это, знаешь, как типа, я хочу это забыть. Типа этого не было. Я не хочу про это думать ничего. Да? Потому что, отшельник, 5 жезлов.
Потому что, по сути, вы два одиночки. Два одиночки, которые, вот, скорее всего, из-за того, что не знаю из-за чего. Слушай, я даже вот прям даже не могу понять, потому что у меня прям логика оттуда не работает. А зачем так все сильно усложнять? Почему ртом не сказать, почему нужно просто вести себя как минуты оба, да, и как бы получать вот такой никакой результат. Что он про вас думает? Давайте. Сейчас этот человек что про вас думает? Вы ему прям это рубанули, да, по причиндалам? По дискошарам, да? Рубанули ему? Король мечей? 8 жезлов. А что он думает? Да он не знает, как вообще подкатить вообще, да, смотри. Или принимает решение, собственно, да, там как-то немножко подобидеться, да, то есть не форсировать события, потому что, собственно, есть ощущение, что он как себе домой, типа, ходит к вам на менталь, знаете, сейчас такая модная тема, опять сейчас все дико манипулируют ей в серии, что он у меня поселился на ментале. Вот этот поселился на ментале, понимаете, эту арендную плату нифига вам не платит, да, хитрый жулик, соответственно. И как-то сильно ты в реальности, я тоже не могу сказать, чтобы сильно проявлялся. Так, а вы что по отношению к нему? 4 пентаклей. 3. Слушайте, а вы готовы идти на диалог, да? А вы готовы идти на диалог, вы готовы проявляться, вы готовы, возможно, встречаться, еще что-то. А этот, короче, скрылся в нору, да, ушел там в темную воду, короче, в своих процессах, понимаешь, свое какое-то кино психоделическое смотрит. Артхаус, знаешь, странный очень, специфический. То есть как бы там прям, знаешь, это вселенная не Марвел, вселенная Silent Hill как минимум. Единственное хорошее, что там есть, да, в этом всем, из этого может родиться что-то мощное, красивое, творческое, знаешь, там, вдохновить друг друга, пойти снимать на ЧБ голые деревья, вот это все, знаешь, там, какой-нибудь темный эмбиент, там что-то включить. То есть вот какая-то такая история, которая пробуждает душу, понимаешь, да? И то есть, и благодаря этому ты чувствуешь, что вот ты жива, да, ты жива. Как подростковая связь, тупейшая абсолютно, но при этом это дает ощущение, знаешь, как выхода к какому-то творческому кризису. Ну, понятно, да, почему тупейшая связь, потому что, в принципе, как бы, когда люди починены, у них там все вот эти вот шестереночки запущены, они ротом говорят, да, они весьма своеобразно, да, проявляются. Ресурсы ты можешь взять из ситуации, которая просто дико растревожила мне всю эту лобную часть, потому что мне от вас болит башка, честно, под этим вариантом. Вы оба такие дико сложные, и вы еще усложняете. Знаешь, вот я поняла, я даже переворачивать не буду. Короче, смотри, есть типаж личности, который тебя бесит, ты его не понимаешь. У тебя вот здесь вот незакрытый гештальт. Вот. И вот этот партнер, он как раз и относится к этому типу личности, который тебя дико бесит, а ты его не понимаешь, но тебя тянет туда разобраться. Ну, как бы, я не знаю. Ну, слушай, если у тебя 38 размер джинсов, ну, хрена ты втискиваешься в 36-й, те, которые тебя вообще не идут, укорачивают ноги там, да, и вообще, ну, просто они тебе тупо не идут. Зачем ты пытаешься их напялить, еще себя изуродовать? Вот это вот с вот этим персом. Может, тебе красивые длинные ноги, может, тебе мини-юбки носить нужно и шорты. Чего ты втискиваешься в этот какой-то оверсайз неясный, который вообще тебе не идет никак, да еще меньше размером. Че, влюбилась? Да было бы там что любить. И вот, честно говоря, я не очень люблю, когда женщина ко мне приходит на консультацию, общая, не общая, вот она влюбленная, да, это вот как мем с котом, да, типа из серии, а этот таролог или астролог тебе говорят, да тебя ждет этот, да, новый классный мужик, а ты такая, а бывший вернется, вот. Вот эта вот ситуация прям, картина маслом. Влюбилась? 5 мечей.
Нет, ты какая-то, знаешь, это неземная дурочка, потому что ты влюбилась в чувака. Знаешь почему? Потому что он тебе самооценку подпортил. Он тебе показывал, что нифига никакая ты не королева, ты Пентакли, как ты себя прям позиционировала. Да? Ты что влюбилась-то? Ты говоришь, а он мне корону сбил, а я его теперь люблю. А он мне корону сбил. Так и что, он тебя сбил корону, и ты? И ты, короче, решила, что если он тебя сбил корону, это значит, что ты ему дико сильно понравилась, и он не может выражать свои чувства. И ты такая, он в меня влюбился. О, Господи, детский сад вообще, маленькая ромашка сбоку. А что на самом деле-то? Давай истинную причину и закроем это все уже, тягомотину твою. Истинная причина, что он так себя ведет. Королева жезлов, 7 Пентакли. Да слушай, он тебя просто тупо качает на эмоциональных качелях, прям решит, видимо, решил, что ты тут созреешь, короче, и приедешь сама к нему в, не знаю, в плаще, допустим, на голое тело, да? А он ничего не будет делать, чтобы ты приехала, понимаешь? Он тебе даже комплект белья не оплатит. Что у тебя и так все есть. И он просто ждет и маринует тебя, пока ты созреешь. Какого черта тебе это надо, я тоже не понимаю. Я не понимаю. Правда, я вот не хочу. Я просто отказываюсь это понимать. В моей реальности это просто какой-то артхаус. Да? Ничего не понял, да, вышел из кинотеатра, поплевался, короче, и, значит, пошел в свою обычную жизнь. А у тебя нет, а у тебя твоя вот прям вселенная разворачивается. Что тебе делать? Последнюю карту, потому что это, конечно, еще трешанина, что мне тут устраиваешь по третьему варианту. Последняя карта, что тебе делать? Рушить все чертовой матери. Потому что ему-то кажется, что он, знаешь, таким эльфийским темным принцем въедет в город твой на белом коне, победителем, а ты к его ногам падешь. Давай, значит, не доставлять ему такой радости. Он слишком мало для этого сделал. Вот такая позиция была по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.